Мы создали абсолютно спекулятивную модель нашей экономики. Спекуляции идут на денежном рынке, спекуляции идут по освоению бюджета. Приведу только один пример. 2 года назад мы приняли принцип программного построения бюджета. Никаких программ, несмотря на то, что уже 2-й год носится программный бюджет, там просто-напросто нет. Переписали бюджетные расходы под якобы программы, и продолжается бюджетное сметное финансирование. Ведь программа предполагает конечный результат. А конечного результата как раз в нашем бюджете-то и нет. Значит, нет никаких программ. Вот эта вот спекулятивная экономика, которая пронизывает все сферы, как промышленного производства, там тоже идет спекуляция, так и денежного рынка, так, в общем-то, и создание всяких мощных мегаэкономических проектов, которые мы осваивали последние 10 лет. Все это не позволяет нам действительно целенаправленно куда-то двигаться. Ну и, наконец, самый главный вопрос. Даже два. То, что нужно модернизировать экономику, все понимают. Но скажите, а есть ли у нас субъект, который который может модернизировать экономику? Я сразу хочу сказать, правительство само себя реформировать в принципе не в состоянии. Оно живет сиюминутными задачами, важными, нужными, но уж дальше 2018 года они точно не видят. А чтобы реформировать экономику, модернизировать ее, нужно мыслить, по крайней мере, десятилетиями. Так вот, у нас органа модернизации экономики нет, поэтому и нет модернизации. И второй очень важный момент связан с тем, что на сегодняшний день у нас не определено, нет ответа на вопрос, за счет чего мы можем стать конкурентными. Всем понятно, что если мы не будем не конкурентными на мировом рынке, то нас затопчут, России не будет. А за счет чего мы можем быть конкурентными? Неоднократно провозглашалась идея кого-то догнать. То Португалию, то Нигерию, то Зимбабве, кого-то мы должны догнать. Известная история Ахилл и черепаха. Никогда мы не догоним, если будем догонять. Тогда скажите, а какие проекты, мегапроекты экономические позволяют нас обойти наших соперников на повороте? Какие есть возможности? Так вопрос, мы используем эти возможности, включая инновационный потенциал, интеллектуальный потенциал и прочее, прочее? Ответ однозначно нет. Поэтому я считаю, что первое, что нужно сделать, это все-таки прийти к консенсусу о той экономической модели, которая будет существовать в Российской Федерации. А второе, просто под эту модель создать соответствующий механизм.